Привет-привет! Вы на канале Smolly Dolls, и в этом видео я хочу поделиться с вами тем, как я связала вот такой хвостик русалочки для куклы. По данной схеме можно связать хвостик для любой куклы, это не обязательно должна быть такая кукла, какого угодно размера и пропорции может быть кукла, просто будет изменение количества петелек. Я вязала этот хвост вот для такой куклы вообще, для своей связанной. И вся проблема была в том, что все найденные мной схемы вязания хвостов русалки с чешуей были огромные. То есть это либо на человека, либо на какие-то большие куклы, и у них огромные раппорты. То есть каждая чешуйка там это из минимум 5 петель. Поэтому для маленьких кукол ни один узор мне не подошел, и мне пришлось изобретать самой узор. И пока я изобретала, у меня один из узоров случайно получился вот такой. Для хвоста мне эти чешуйки не очень понравились, а вот для платьишка, мне кажется, очень симпатично. Если вам интересно, как я связала такое платьишко, то пишите в комментарии, и я сделаю мастер-класс по такому симпатичному платью. А пока вернемся к хвосту. Хвост, естественно, съемный, для каждой куклы будет разного размера. Вот эту верхнюю часть можно не вязать, это я для этой куклы сделала. Нижнюю часть также можно вязать как угодно. Но самое интересное это вот эти чешуйки. И видео будет именно про то, как связать вот эти чешуйки. Они очень маленькие, но выглядят симпатично. Для работы я использую ирис хлопок гамма. Вы можете использовать абсолютно любую нить на ваше усмотрение. И крючок номер 1. Если у вас кукла больше, то просто возьмите пряжу потолще. Данный хвостик я связала из нити, которая сама была с такими переходами цветов. То темный, то светлый цвет. Поэтому получился вот такой рисунок. Сейчас же я буду вязать хвостик из двух мотков, схожих по цвету немного, но отличающихся. И он получится немного другой. Будет задняя часть связана одним цветом, да, основа. А сами чешуйки другим цветом. И посмотрим как раз, что получится, какой узор. Я буду делать примерки на вот эту куклу, но вы используйте другую, как вы хотите, абсолютно не имеет значения. Итак, нам нужно связать цепочку из воздушных петель по тому месту, где будет начало хвоста. Ну, где-то по талии, да, примерно по самому широкому месту я возьму, вот по животу. И начинаем вязать воздушные петельки, примеряя на куклу. Я связала 30 петелек и делаем примерку. Количество петелек должно быть четным. Ну, распущу, да, еще 2 петельки лишние. Ну, получается примерно вот так. 28 петелек у меня получилось. Смотрите, чтобы не было туго, потому что потом еще вязание стянется немного, и хвост может не налезть просто на куклу. И сами петельки не делайте затянутыми слишком. Делайте их свободнее. Теперь соединяем с первой петелькой при помощи соединительного столбика, чтобы у нас не было никакой лесенки. И вяжем петлю подъема. Проверьте сейчас после соединения, чтобы это колечко свободно налазило на вашу куклу. Вот так примерно должно быть. И свяжите первый ряд просто из столбиков без накида по количеству петелек. И соедините ряд при помощи соединительного столбика. Если вы будете вязать одной ниточкой, то этой же ниточкой. Если другой, как я буду другой вязать, сами чешуйки посветлее, то уже новую ниточку я присоединяю и провязываю соединительный столбик.
таким образом. Старый кончик я не обрезаю, его подтягиваю, я буду его использовать и дальше. Теперь этот кончик мы придерживаем, чтобы он никуда не делся. Сейчас его закрепим. В эту же петельку, куда мы делали соединительный столбик, мы вяжем первую чешуйку. Начинаем вывязывание чешуек. Я вяжу воздушную петельку, делаю накид, и за одну стеночку этой же петли, в которую я вязала соединительный столбик, я провязываю полустолбик с накидом. То есть я вытягиваю нить, у меня сейчас 3 ниточки, и через все 3 ниточки протягиваю нить. Дальше еще один столбик. Эту нить я прокладываю там, чтобы она закрепилась. Еще один такой же столбик, полустолбик, то есть с накидом. И в эту же петельку еще просто столбик без накида. Итого у меня получилось здесь петля подъема, 2 полустолбика с накидом и просто столбик. Далее пропускаю одну петельку и через одну петельку, опять только за переднюю стеночку, захватывая вот этот кончик туда пряча, я провязываю следующий узор: столбик без накида, полустолбик с накидом, еще полустолбик с накидом и столбик без накида. Получается пока вот такая волна, узор. Снова пропускаю один столбик предыдущего ряда и снова за одну стеночку, вот эту переднюю, провязываю тот же самый узор, то есть столбик без накида, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом и столбик без накида. И таким образом нужно провязать до конца ряда этим узором, пропуская столбики, провязывая вот эти 4 петельки. Соответственно, вот этих первых чешуек получится по количеству вдвое меньше, чем вы вязали начальную цепочку. У меня начальная цепочка из 28 петелек. Соответственно, вот этих чешуек у меня получится 14. Имейте в виду, нужно будет их пересчитать. И вот здесь, в последней петельке, будем соединять ряд. Довяжите самостоятельно. И теперь нужно снова соединить ряд при помощи соединительного столбика. Если вы одной нитью вяжете, то соединяйте просто. Я же опять меняю нить, да, беру другую нить, первую, которую я вязала, и ищу первую вот эту чешуйку связанную, и в ее петлю подъема, которую мы вязали, я соединяю этой новой ниточкой первой соединительный столбик. Эту ниточку снова я подтягиваю и пока оставляю для чешуек. А этой ниточкой мы будем вязать сзади основу. Следующим образом: найдите оставленную петельку. Сзади мы вязали за одну стеночку, поэтому сзади должна остаться вторая стеночка. Сделайте накид. И вот в эту стеночку, которая осталась у нас, за нее цепляем. Сейчас я покажу покрупнее на следующий. И провязываем полустолбик с накидом. Дальше, чтобы у нас чешуйки как-то обозначились, уже не волной были, а, так скажем, выпячивались, да, немножко. Ищем вторую чешуйку, у нее вот эти 4, да, петельки, и в первую из 4 петелек только за заднюю стеночку цепляемся и провязываем столбик без накида. Вот так.
Посмотрите, как первая чешуйка оттопырилась. Она приобрела форму именно чешуйки, а не просто волнообразного узора. Провязав дальше, сейчас вы поймете, о чем я говорю. Дальше делаем накид. Снова сзади ищем, хотела покрупнее показать, вот эту стеночку, которая у нас осталась от вязания чешуйки. Переднюю мы заняли, а задняя у нас осталась свободная. Захватываем нить и через все 3 ниточки провязываем полустолбик с накидом. И дальше аналогично. Снова ищем одну стеночку первого столбика следующей чешуйки. Провязываем за заднюю стенку столбик без накида. Делаем накид и снова ищем вот эту сзади петельку, которая у нас осталась, стеночка не провязанная. И провязываем все 3 нити на крючке. Почему мы вяжем то столбик без накида, то полустолбик с накидом? Потому что у нас разное расстояние, и нам нужно выровнять, чтобы этот ряд был ровным. Поэтому мы вяжем то меньше столбик, то больше, то меньше, то больше. Таким образом получим ровный ряд. Ну и аналогичным образом дальше снова цепляемся за одну стеночку, да, вот этой первой петельки следующей чешуйки. Нить держите натянутой все время, это важно. Провязываем столбик без накида. Делаем накид и снова ищем сзади вот эту петельку, оставшуюся. Она хорошо видна, поэтому, думаю, проблем у вас не возникнет. И таким узором вы провязываете до конца ряда, чередуя столбик и полустолбик с накидом. У вас должно получиться точно так же, как у меня 28 петелек, то есть точно такое же количество, как изначальное количество воздушных петелек мы набирали. И придете сюда, к этому месту. Итак, как закончить этот ряд? Я пришла к последней петле, вот этой полустолбик с накидом, за последней ракушкой. Вот я его провязала, этот последний столбик. И еще один 28 столбик будет вот в эту заднюю стеночку первой вот этой чешуйки. Теперь у меня снова 28 в ряду. При необходимости меняем нить. Я сейчас ее сменю. И начинаем вывязывать чешуйки. Второй ряд чешуек за вот эти передние стенки предыдущего ряда. Точно так же, таким же узором, только мы берем уже петельку между вот этими чешуйками. То есть первая чешуйка у меня будет вот здесь вот, то есть как бы посередине. Таким образом я должна пропустить вот эту петлю. Здесь у меня будет как раз соединение. В эту вот петельку за одну стеночку я начинаю провязывать чешуйку. Эту пропускаю, чешуйку пропускаю и так далее. То есть точно такой же узор, только со сдвигом. Дальше снова меняю нить при необходимости и снова провязываю вот этот ряд, который я вязала только что. И таким образом я провязываю без уменьшения, да, по 28 все время, чтобы у меня было петель в ряду, до тех пор, пока мне не понадобится уменьшение рядом. Вот еще раз примерим на куклу. Видите, стянулось у меня вязание, поэтому берите больше изначального запаса. Ну, немножко еще растянется. Ну, я примерно вот до сюда, наверное, до коленок я довяжу без убавок все время то же самое количество петелек. Вы свяжите столько, сколько вам надо, чередуя вот эти 2 ряда, 2 узора
чешуйки и просто столбик с полустолбиком с накидом. И встретимся на том месте, где нам нужно будет сужать. Я расскажу, как сузить хвост, как закончить хвост и как связать вот эту нижнюю часть, сам плавник. Я довязала вот до коленок и сейчас покажу, как сделать убавку. Итак, я нахожусь сейчас на вязании ряда, который не чешуйки, а прямой ряд, столбик и полустолбик с накидом, чередующиеся столбики. И вот это последняя чешуйка этого ряда. Я провязываю точно так же за заднюю вот эту полустеночку, полустолбик с накидом. И по идее, если мне не убавлять, то я должна еще связать вот в первую петельку первой чешуйки обычный столбик. Но я этого делать не буду, я пойду сразу на соединение рядом. Таким образом я пропускаю один столбик и делаю не в ряду не 28 уже будет, а 27. Один столбик мы убавили, то есть в этом ряду. А так как у нас вот эта сама чешуйка занимает 2 столбика, да, в которые мы ее вяжем и которые мы пропускаем, то нам надо итого избавиться от 2 петелек. От второй петельки мы будем избавляться в следующем ряду. То есть пока мы избавляемся только от одной петельки. И я делаю сразу соединительный столбик уже новой ниточкой. Просто не провязываем последний столбик. Таким образом получается. Эту ниточку надо подтянуть. И все. И дальше я вяжу обычные чешуйки. Обычный ряд провязываю. Столбик, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом и столбик. И так далее по кругу. И получится на одну чешуйку меньше. У меня было 14, я должна провязать 13. Я провязала эти 13 чешуек. И вот по идее, если без убавок, то у нас здесь должна остаться одна петелька предыдущего ряда. Но у нас остается тут 2 петельки. Мы их обе просто пропускаем. То есть мы должны одну пропустить, да, как по узору. А мы пропускаем 2 и присоединяемся просто к первой петле этого ряда соединительным столбиком. Итого мы сузили хвост на одну вот эту чешуйку. Давайте посмотрим дальше. Я буду вязать по 13 чешуек еще, наверное, несколько рядов, чтобы у меня вот до конца ножек сохранился такой размер. Иначе потом хвост плохо находит. Да, я, наверное, вот до сюда довяжу. Еще, наверное, 3 ряда по 13 я сделаю. И потом просто в каждом ряду я буду резко убавлять на одну чешуйку. И покажу потом, как у меня в конце соединить все чешуйки и закончить вязание вот этой части хвоста. Такая деталь получается. Я довязала до 8 вот этих чешуек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И провязала ряд точно так же, как обычно, чередуя столбики и полустолбики. И у меня получилось 18 петель в ряду. Я сменила нить, и последний ряд я просто провяжу уже вместо 8 4 вот этих чешуйки. Я пропускаю 1, 2 и в третью петельку провязываю тот же самый узор, столбик без накида, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом и
и столбик без накида. Теперь снова пропускаю 2, 1, 2, и провязываю в третью петельку снова чешуйку. Дальше снова пропускаю 2, третью петельку провязываю, 1, 2, 3, и просто столбик, и еще разок провязываю последнюю. На самом деле, ну даже если вы где-то ошибетесь там с петелькой или как-то по-другому свяжете, то в общем-то не имеет значения. Главное вот так стянуть это отверстие сразу побольше. Не одной убавкой в ряду, а сразу пополам. То есть, если было 8, то 4. И куда-нибудь здесь присоединюсь соединительным столбиком и сменю нить заодно. Ну и при желании можно стянуть оставшееся отверстие, можно и не стягивать. В общем-то не особо имеет значения, но я свяжу, наверное, парочку, чтобы мне было просто удобнее вязать сам плавник на хвостике. Я выведу несколько петелек, например, вот одну путем столбиков, полустолбиков с накидом, вторую и третью, например, здесь же где-нибудь, даже не глядя уже цепляю, не цепляется. Ну, даже так наружу крючок выведу. И 3, просто чтобы у меня было основание, на чем вязать плавник. Так, плавник. В принципе, тут вариантов много. Я покажу, как я связала. Можете добавлять или убавлять петельки. То есть, ну, тут все зависит от того, что вы хотите получить в результате. Это ваши фантазии. Так, свяжу я, наверное, разными тоже ниточками, поэтому пока одну не буду обрезать. Сначала вяжем просто цепочку из воздушных петелек. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Дальше я делаю 2 петельки подъема и столбиками с накидом вяжу в обратную сторону, просто в каждую петельку столбик. Довязав до начала, я делаю воздушные петельки подъема, поворачиваю и таким же образом в каждую петельку, провязывая столбик с накидом, вяжу до вот этого края теперь. Довязав до края, я добавляю несколько воздушных петелек. 1, 2, 3, например, 3 и несколько петелек подъема, поворачиваю и там с 3-4 петельки провязываю снова столбики с накидом. И таким образом опять вяжу ряд из столбиков с накидом до начала вязания, до хвостика, до сюда. Здесь поступаю аналогичным образом. Снова провязываю 3 воздушных петельки, поворачиваю
И провязываю снова столбики с накидом до вот этого края. Делаю еще несколько, там 4-5 петелек, и обратным рядом прихожу вот в это место. Получается вот такая половина хвоста. Но чтобы он не выглядел, как будто его обрубили, я его с этой стороны провязываю с убавками. То есть как бы стягиваю, просто провязываю не в каждую петельку, а через одну, через две, просто столбиками без накида. Тем самым она как бы сужается, стягивается. Вот так вот. Ну, вот такая деталь получается у меня. Потом я возвращаюсь к моим 3 петелькам, в них присоединяюсь и симметрично вяжу еще одну такую часть, только уже в эту сторону. Дальше я их немного соединяю вместе вот здесь в конце. Буквально пару стежков вот здесь прихватываю, чтобы они соединились, чтобы они друг от друга не разъединялись, не болтались. И все, хвостик готов. Итак, хвостик можно, во-первых, чтобы не так было видно вот этот соединительный шов, да, украсить, например, бисером. Вот эту часть можно сделать бахрому, например, или тоже чем-то украсить. А сверху я вот здесь связала такой лиф, чтобы кукла не казалась сверху голой. Ну или его можно связать отдельно, то есть вот опять же по вашему желанию. Как связать лиф, есть у меня видео на канале отдельно, если вы хотите. Есть трусики, ну в общем купальник раздельный, скажем так. Вот такой хвост получается. Не забудьте подписаться на канал, если было полезным видео. И до встречи!